Что, ребят, первый снег у меня. Сам себя я уже поздравил. Попью чайку и на старт. Проверим торможение резины. Отсутствует. Ну, с горем пополам, но остановился, да? Вау. Ура. Да уж. Сейчас будем трогаться. Пойду отобью только дворник. Приветствую всех на своем канале. И у нас наступила зима. Но в моей локации, где я сейчас нахожусь, это 100 километров от того, где у меня шел снег. Его здесь нету от слова совсем. По прогнозам передавали, но что-то пошло не так. Все, теперь уже видно, что я в Скандинавии. Октябрь у нас. Сегодня 6 число. Все как должно быть. Все так долго этого ждали и дождались. В этом видео мы с вами подготовимся немножко к зиме, точнее проверим все, что нам необходимо. Это цепи, это подсыпка, это колеса, ну и, в общем, может быть, я что-то еще вам вспомню. Значит, по поводу цепей. Называть я цепи никакие не буду, потому что у меня есть видео на канале. Я оставлю ссылку в закрепленном первом комментарии. Там я вроде бы все доступно объясняю. Сегодня я только вам напомню основные моменты по цепям. Значит, резину проверим, остаток протектора, глубину протектора на прицепе, потому что там у меня немножко есть проблемы. Нужно менять эти колеса, поэтому мне нужно сфоткать, зафиксировать, сколько у меня глубина протектора, отправить боссу, босс в логистику, и следующим рейсом я еду и меняю колеса на прицепе. И наберем с вами подсыпки. Где, как, все покажу. Использовать я буду вот такой у нас меритель. И сейчас мы его померяем глубину. То есть вот мы, да, вот мы кончик. Мы его максимально, вот, например, высунули, да, и вставляем. Вот поджали и получаем, что 3 миллиметра. Это очень мало. Нам нужно 5. Вот вторая ось у меня почти 10 миллиметров, то есть это хорошо. Третья ось также в порядке, но мне еще нужно проверить с обратной стороны. То же самое отлично, но, конечно же, здесь резина это... все, вспомнил, что меня еще просили сделать. Надо мне перчатки взять. Ну что, пробуем трогаться на новой резине зимней. Без поднятого ленивца. Впереди у нас небольшая горочка. И вот я поехал, в принципе. Чуть-чуть подбуксовывает. Но ездит. Вес у меня 27 тонн. Ну ладно, не будем мучить, дадим немножко ей разгрузку. И вот это вот несчастье, которое вот в этих сканиях, я не знаю, либо у нас такая прошивка на сканиях, отвратительные показатели поднятия ленивца. То есть, видите, ничего не меняется, но на самом деле все меняется. Я не понимаю, насколько оно меняется. И вот только пауза, когда проходит, оно показывает. И что у нас вышло? Вот, пляшет, прыгает, 14,2 я дал на ведущую. 14,5. В общем, очень нестабильно показывает компьютер работы с ленивцем. То есть, видите, он дальше продолжает свои показания. Это я уже на горку поехал, поэтому он показывает. И плюс всегда сбивается уровень. Это ненормально. Но я еще поэкспериментирую, посмотрю, как это что все работает. Все, пошел как танк. Почти 15 тонн на ведущей оси. Оставил на ленивца передок 4 и 3. Колеса, да, у меня грязные, конечно. Вчера, говорю, в пятницу я, когда парковался, тут было, здесь шел дождь и очень было грязно. Мне, значит, нужно сфоткать, чтобы МС у меня было на всех колесах с горкой и глубину. На прицепах то же самое. Действует схема, как и на грузовых. М плюс С и пиковая гора ни хрена не означает. Все зависит от протектора. Ну, здесь протектор получается всесезонный. Не сказать, что он совсем вообще уже ужасно себя держит на льду, но и не как бы
Хотелось бы, конечно, получше. И встречал я прицепы под логистиками с гораздо лучшей резиной, где устанавливали на зиму конкретную, хорошую такую, зимнюю, скандинавскую. Скандинавскую, будем говорить так, скандинавская всесезонка. Вот это, может быть, будет более корректно, какая резина должна быть на прицепе. Ну, здесь, конечно, она никуда. Вот, и я вам показывал, как я тормозил. Если бы у меня была нормальная здесь резина, у меня бы торможение было бы гораздо лучше. Что ж, спустя час езды, как будто ничего и не было. Но, правда, нолик сохраняется. Классное местечко, где у нас по обе стороны озера. Пейзажное очень место. Где-нибудь в домик там вдалеке прикупить было бы шикарно. С колесами мы разобрались. Я вам в прошлом видео показывал свои ведущие, и передние я показывать не буду. Здесь мне нужно достать цепь. Здесь две цепи у меня, которые мне нужно повесить на крючки. То есть сейчас я проверю их целостность. Вот, кстати, ведро, в которое я наберу подсыпку. Одна цепь вообще без этих самых, без крючков, чтобы зацеплять ее. Итак, вашему вниманию две цепи. Одна на прицеп, а вторая идет на ведущую ось. И прикол в том, на обеих цепях нету крючков. То есть, ну, вы поняли, да, цеплять не за что. То есть у меня две цепи, которые не подходят вообще. То есть, ну, это штраф. Это сразу штраф. Сейчас я вам чуть-чуть позже назову по стандартам и по штрафам еще раз по цепям. Короче, все. Мне нужно две цепи. Так, раз уж так вышло. Ну, в принципе, суть не меня. Что я вам хотел сказать, что в цепях главное, чтобы у вас все звенья смотрели в одну сторону. Это естественно, да? И здесь вот в этих местах, чтобы у вас все было вот именно так вот ровненько. Чтобы у вас не было никаких перекрутов. Каких перекрутов? Вот таких вот. Понимаете? Это, во-первых, один где-то перекрут вам вызовет сложность надевания цепи. И также разрывом гарантирован. Значит, все соединения должны быть целые. Полностью. Малейшее одно соединение порвано, все. Цепь у вас дальше будет рваться, вы разобьете себе подкрылки и все, что только можете. Здесь то же самое. Проверяйте, что все звенья были целые. И без перекрутов. Вот таких вот. Это является перекрутом. Как перекрут убирать, я показывал в видео, которое в закрепленном комментарии. Все, кто рассказывает, что он ехал, надел цепь, и у него она там порвалась, просто так цепь не порвется. Несколько причин. Первое, едешь долго по асфальту, может быть такое, но и то, вероятнее всего, просто сотрутся шипы, например. Цепь разорвалась, значит, перекрут был. Гарантия. Второе, слабо были натянуты. Вот и все. Цепи нужно перетягивать. Тронулся на месте. Раз, два, вперед-назад. Пошел, перетянул. Тронулся, поехал. Первое, где есть возможность остановиться, остановился, перетянул. До упора затягивать нужно, чтобы они плотно лежали к колесу. Не нужно никого слушать, что там нужно цепь, чтобы она там болталась или что-то еще. Это вообще полный бред. Цепь должна быть плотно к колесу. Тогда вы долго и хорошо и уверенно можете ехать. Цепи, которые качественные норвежские, если правильно надета цепь, она в жизни не порвется. Стираются звенья. Я видел такие цепи, у которых стираются звенья до просто основания, но она не рвется нигде, если цепь надета правильно. Вот так. В этом ящике с левой стороны у меня будет храниться ведро с подсыпкой. И будет еще одна канистрочка, я обрежу сейчас ей вверх.
И она у меня будет... Сейчас проверим. Ага. Здесь ступеньки не такие, как в Евро 5. Значит, у меня не прокатит то, что я хотел. Либо же вот так обрезать и вставлять ее сюда. Лишиться одной ступеньки, да? Ну, это просто удобно. Вы со ступеньки слезли, бах, взяли и подсыпаете. За кабиной даже как-то это все равно уже лишние какие-то движения у вас происходят. Ладно, сейчас я попробую. Пока не буду ее ставить, уже когда полностью везде будет снег, лед, белые ходаки, тогда дежурная будет стоять обрезанная, может быть, действительно вот так вот. Вот. Канистрочки такие 5-литровые, 10-литровые вы спокойно можете брать на заправках, туда выкидывают в такие корзины металлические канистры с-под AdBlue. Без проблем подходите, берете и уходите, все, никто вам ничего не скажет. Эту, значит, я сейчас возьму, обрежу, как я и раньше делал, вот. А в дальнейшем, возможно, еще одну такую возьму, обрежу здесь и положу ее на ступеньку. Еще один моментик, который тоже все должны помнить, что загружаться нужно максимально по-зимнему. То есть максимально делаем нагрузку на ведущую ось. То есть груз у нас должен быть сдвинут максимально вперед. Разрешенная нагрузка на седло получается так у нас на ведущую ось и на ленивец 19,5 тонн. Вот смотрим по весам и грузим ее максимально на этот вес, чтобы у нас жопа, ну, желательно была меньше 24 тонн. Вот здесь такое вот корыто я нашел. И сейчас нагребу я себе камней. Тут ведерки лежат даже. Все, готово. Возвращаемся. Ну и, конечно же, уже следим за сайтами, такими как Wegwesen, ur.no. Смотрим погоду, перевалы, все эти моменты. Тоже, да, оставлю ссылку еще и одну, где я рассказывал про Wegwesen, про все эти вот моменты. В общем, как нам проверять погоду и все остальное. Кому-то, может, будет полезно. Итак, друзья, зачитаю вам прямо из сайта Wegwesen по поводу штрафов. Значит, зачитываю как есть, чтобы никто ни в чем не сомневался. Штрафы за управление транспортным средством, на котором установлены шины со слишком маленькой глубиной рисунка протектора или не имеющие правильной маркировки в период, когда использование зимних шин является обязательным. Значит, для нас, для фур, для грузовиков в целом, 2000 крон, 200 евро за одно колесо. Запомнили? За цепи 150 евро за одну цепь, будь она отсутствие ее, либо она порвана, или там что-нибудь еще с ней не так. Вот. 150 сразу вам евриков. Запоминайте. И также, то есть, если вы въедете вообще без цепей, у вас будет за каждую цепь, вот считайте, 7 цепей нам положено, 7 умножайте на 150, вот что вы получите. Зачастую так заезжают двухосники, их отправляют, типа, давай, едь, там все нормально, давай. Едут и приезжают. Вот, собственно, и все. И давайте вам скажу по датам. Значит, с 16 октября, никого не слушайте, с 16 октября северная часть Норвегии, это у нас провинции Нурлан, Тромс и Финмарк. Раньше Тромс и Финмарк были отдельными губерниями, сейчас это одна губерния, так и называется Тромс и Финмарк, вот, и Нурлан, вот пробивайте по карте, где-то это северная наша часть, от Бода и выше пошли по всей дальше Норвегии. Во всей остальной части с 1 ноября, вот так, то есть, как зачастую бывает, в даты, например, того же двухосника какая-нибудь фирма может отправлять, и нечаянно, вот, после 16 октября нечаянно эта машинка, например, заезжает в район Нарвика или Тромса. И там его хлоп, и все. За то, что у него нету зимней резины, за то, что не соответствует протектор, за то, что у него нету цепей. Потому что вряд ли они у него вообще будут. Вот так, друзья. Значит, ребят, если что-то я забыл сказать, будем говорить об этом в процессе. Также пишите, напоминайте в комментариях, что да как. Там меня просили
рассказать, как вообще двигаться, тормозить, все это остальное. Это видео будет уже по факту. Будем ехать, где-то начнется у нас там снег, что-нибудь интересное. Ну, чтобы вам было интересно это видео, и чтобы я более по ходу, по факту, в каких-то ситуациях вам рассказывал, как я действую в той или иной ситуации. Значит, сразу совет первый. Если вы идете на подъем, начался гололед, снег, вы начали буксовать, и все, вы останавливаетесь, вы на перевале. Главное выключить весь вот этот вот кипиш, оставаться спокойным. Первое, что вам нужно сделать, это зафиксировать тягач в едином положении, если вы стали. То, что у вас покатится назад, это вам гарантия на льду. Поэтому сразу же подсыпочка, цепи можете подкинуть, затормозить прицеп. Все действия сразу можете делать. То есть вот все, что вам нужно сделать, это зафиксировать вашу сцепку в том месте, как она есть. Все для этого сделать. И вот затем уже пытаться, если, конечно же, не сильно там может гололед или есть возможность немножко где-то спуститься назад, можете, конечно, пробовать. Но это в основном заканчивается у всех сходом всей сцепки в кювет. Лучше пробовать на месте сразу с одним откатом назад, надевать цепь, то есть в заднюю сторону. Я надеюсь, все-таки такое видео я не сниму, у меня такой ситуации не произойдет. Специально ее делать тоже не буду, но, ну, как бы, никто ни от чего не застрахован, поэтому зарекаться не буду, посмотрим. Зима у нас длинная впереди еще, ого-го, сколько времени у нас будет и сколько всего можно наснимать и наговорить. Все, друзья, с вами был Федор, всем удачи и пока.